Всем здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада вас всех видеть. Сегодня я уже не первый день, даже не первую неделю пытаюсь для вас записать видео. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Благодарю. Можете так и написать эту тему. Я очень долго думала, почему у меня не получается. Какой-то важный звонок, что-то обрывает, что-то вот не дает. Я долго не могла понять, почему, и потом меня осенило. Потому что вы к этому не готовы. Вы знаете, люди настолько в современном мире часто обращают внимание на мнение других людей и страдают настолько низкой самооценкой, что вы не можете пойти себе купить самое вкусное пирожное, которое вы хотите. Вы боитесь, что вас назовут эгоистом. Вы не можете не уступить место какой-нибудь злой бабке в метро, потому что она вас обхает. Хотя она даже промолчала, она ничего вам не сказала. У вас настолько в голове, в своей подкорочке укоренилось, что вы какой-то плохой и недостойный, что я даже видео сразу записать не могла. Поэтому мы будем это сегодня срочно менять. Ставим сегодняшнюю дату, пишем тему «Я достойна всего самого лучшего в жизни». Благодарю. И я вас очень прошу разогреть ваши нейронные связи. Написать все самое невообразимое для вас. То, что вы считаете самым лучшим на этой планете, самым лучшим в этой галактике. И написать это все нужно за 2 минуты. Первое, что придет в голову. Не пугайтесь, если у вас будут какие-то негативные слова. Глаголы, существительное, наречие, все что угодно, все, что придет в голову, все пишите. Разогреваем. Останавливайте видео, пожалуйста, ставьте его на паузу, ставьте таймер и пишите слова. Ну что ж, дорогие мои, у меня, как вы видите, получилось 42 слова. И я действительно долго готовилась к этому. У меня с самооценкой, правда, все в порядке. Бывают моменты, я не могу противостоять иногда городским сумасшедшим, но вы должны понять, что то, какой вы есть, давайте найдем на листе себя. Почувствуйте, примиритесь, где вы. Какой вы по форме? Может быть, вы кружочек. И вы должны понять, что то, какой вы есть, другое, все, что есть в этом мире, оно точно такое же. Найдите на листе, я уверена, что у многих из вас в словах написанных были деньги. Давайте найдем на листе деньги. Какие они по форме? Деньги. Посмотрите, абсолютно идентичные. Вот она ваша квартира, вот она моя квартира. 15-я. Вот они, мои самые лучшие пляжи мира на самых маленьких островах планеты. Вот они, мои бриллианты от ведущих мировых брендов с кристальной чистотой. Что у вас еще было? У меня была яхта, если честно. У меня был миллиард. Я знаю, что мы нарисовали деньги, но миллиард откуда-то пришел. Я не знаю, про что мне, я не знаю, с чем это связано, это слово. Потом все придет. Я сейчас просто рисую круги. И можно уже не вспоминать, ваше подсознание все помнит. Просто рисуйте круги. Вы должны увидеть, что все в мире точно такое же, как вы. По форме, по структуре. Достойное, совершенное. И когда мы рисуем круги, во-первых, круг — это самая гармоничная фигура. Круг — это основа.
там, где круг, там безопасно. Вам здесь не навредят. Прочувствуйте эти круги. Когда вы рисуете круг, вы гармонизируете. Во-первых, вы гармонизируете себя. Вы гармонизируете пространство вокруг себя. Вы гармонизируете все, что есть вокруг. И прям проговариваем все вместе, повторяйте фразу «Я достойна всего самого лучшего». Дышите, рисуйте круги, наблюдайте наблюдайте за своим ощущением, какие картинки всплывать начинают у вас перед глазами, что вы начинаете видеть, чувствовать. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Рисуйте круги до тех пор, пока вам не станет достаточно. Здесь только вы решаете. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Можете прокричать, можете громко прокричать. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Ой, как хорошо, прилив энергии. Прилив энергии — это классно. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я сижу вся мокрая. Наблюдайте за собой, что вы испытываете, что вы чувствуете. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Наблюдайте, как меняется ваше внутреннее состояние. Может мир как-то меняться сейчас вокруг. Один из предыдущих разов, когда я пыталась записать это видео, у меня дома перекрылась вода аквасторожем. Ну, вода — это вообще всегда деньги, да, любые проблемы, любые моменты с деньгами. Но я не себе это делала, я делала это для вас. Так подумайте, какие блоки стоят, что вот действительно несколько недель не могу записать именно это видео, именно эта тема. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Вы посмотрите, как на листе все, что вы считали самым лучшим, стало таким же, как вы. Или вы стали таким, как все самое лучшее. Посмотрите внимательно, что вы уже даже не можете, может быть, увидеть себя. Я уверена, что вы помните, но вы видите, что вы достоин, вы среди всего того самого лучшего, чего вы достойны. Теперь мы с вами приступаем к округлению. Где мой любимый маркер? Сейчас, секундочку. Куда-то я дела маркер. Я вам говорю, как какая-то магия происходит именно с вот этой темой. Я не знаю почему. Что ж, продолжим. Мы с вами начинаем округлять. И что я вам хочу рассказать? Человек, когда приходит в этот мир, когда приходит в этот мир, когда он растет, первые несколько лет своей жизни, вы себя не помните, но вы это очень наглядно можете увидеть сейчас на своих детях. А ребенок подходит, что-то берет и спрашивает: а это мое, а это мне, а это для меня. Ребенок ко всему тянет свои ладошки. Ему все интересно, ему все нравится. И было невероятное крутое интервью директора одной частной школы. И интервьюер его спрашивает: а вот
Сейчас родители современные очень жалуются на то, что дети сидят в гаджетах. И вот он так сказал. Вот вы вспомните, человек, когда рождается, да, когда начинает выходить в этот мир, он ко всему тянет ручки. Ему нет дела до какого-то там гаджета, ему все интересно, он все хочет потрогать, он все хочет попробовать. А потом, что же вы, родители, взрослые, сделали? Что этот социум сделал с этим человеком, который теперь лежит на диване и больше ничего не хочет? И в какой-то момент это произошло с вами. И кто-то однажды, может быть мама, может быть папа, может быть какой-то парень, сказал вам, ты его недостойна, или он тебя недостоин. А по себе лично даже скажу, мне мама однажды сказала, кто ты, кто он, ты его недостойна. И вот такие все вещи, они убивают вашу самооценку. Одно накладывается на другое, и что происходит в итоге? А в итоге вы не можете пойти и купить себе чашку кофе, потому что вы считаете себя недостойным даже чашки кофе в ресторане. Ну, разумеется, в самом лучшем ресторане города, да. Вы не можете туда не пойти не потому, что у вас нет денег, а потому что вы считаете себя недостойным. Вы не можете иметь автомобиль, который вы желаете, потому что вы считаете себя недостойным. Как много людей из вас звонили и узнавали цену на автомобиль своей мечты, на квартиру, даже не собираясь покупать, просто прицениться, просто понять, сколько там копить надо, что делать надо. Это все, дорогие мои, от низкой самооценки. И сейчас я хочу, чтобы вы представляли себе и проживали ту жизнь, о которой вы мечтаете. Я достойна всего самого лучшего. Я из тех людей, кто ни разу не был в Египте. Ну, нравятся мне острова. Самые маленькие. Чем меньше, тем лучше. Я не говорю, что есть что-то плохое в Египте. Но в те годы, когда я росла, это считалось роскошью поехать в Египет. У меня не было возможности. А когда я выросла, я узнала, что есть другие места поинтереснее. И я настолько в них влюбилась, что мне и как-то и не захотелось ехать в Египет. В пятизвездочный отель с его all-inclusive. Никогда не берем all-inclusive. Я достойна всего самого лучшего в жизни. И сегодня, завтра, когда вы будете делать эту практику, этот рисунок вместе со мной, я прошу вас после завершения пойти и сделать что-то для себя. Здесь срабатывает даже банально, да кофе я и дома попью, зачем деньги тратить? Нет, попейте кофе в ресторане. Возьмите кофе и пройдитесь с ним по городу, гуляя, наслаждаясь в каком-нибудь парке. Позвоните, узнайте, сколько стоит ваш автомобиль. Запишитесь на тест-драйв. Пойдите померите платье своей мечты, сколько бы оно ни стоило. Вы достойны всего самого лучшего в жизни. Я никогда еще не считала еду какой-то там, я не могу слово подобрать. Ну, то есть я к чему говорю? Я спокойно могу отказаться еды во имя чего-то. Во имя красивой фигуры, просто сейчас это ради фигуры, да. А 20 лет назад я отказывалась от еды ради дизайнерских туфель. Я считала себя достойной этих туфель, и я прекрасно знаю, как смотрят консультанты на тебя в магазине. Но вы забываете, что они тоже люди. И они просто наемные работники, у
которых, может быть, у самих нет того, что вы пришли покупать. Я достойна всего самого лучшего в жизни. И когда я вам сказала про городских сумасшедших и бабку, которые вы как ужаленный вскакиваете и уступаете место, а что будет, если вы ей не уступите? Она вас обхает. Вы, даже если уступите, она найдет, что вам сказать. Вы не $100, чтобы всем нравиться. И не миллион. Вы бесценны. Но чужое мнение очень важно уметь игнорировать. Вам должно быть абсолютно наплевать. Более того, каждый человек, он думает исключительно о себе. Ему нет дела до вас. Каждый человек озабочен тем, как он выглядит, что о нем подумают другие. На всякий случай может пытаться сказать какую-нибудь гадость, чтобы о нем в свете вот этого плохого, другого, негативного человека, да, подумали лучше. Поэтому сейчас я достойна всего самого лучшего в жизни. Повторяйте эту фразу мысленно, про себя, вслух, можете кричать, чтобы вибрировало все ваше тело, все ваше подсознание, чтобы сразу достучаться. Побудьте с собой. Округляйте с любовью. Не забывайте пробовать представить и прожить сейчас эти деньги, и дорогой автомобиль, и самое красивое платье, и лучшего партнера. Вы достойны всего самого лучшего. Круг — это гармония, круг — это единство, круг — это начало всех начал. То, что заключено в круг, гармонично. И это лучшее, оно не представляет для вас никакой опасности. Вас никто не ударит, вас никто не побьет, вам никто не причинит вреда. Только вы сами, своими руками, своими мыслями. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Посмотрите, как много у вас кругов, как много пересечений. Но сейчас это еще просто круги. Вы же знаете, что сейчас это просто круги. Пока не появилась нейрографическая линия, это просто круг. И вот именно сейчас, когда вы твердо уясните, я достойна всего самого лучшего, можете говорить, все лучшее в этом мире для меня. Да, для меня. Знаете, в школе, может быть, у вас были такие выскочки. Ваши родители их называли выскочками.
которые считали, а все им, а все им. Нет, это просто дети были со здоровой психикой, без каких-либо проблем. Ну что ж, я готова. Итак, все самое лучшее в этом мире для меня. Я начинаю вести нейрографическую линию так, как мне хочется. Она идет туда, где мы ее не ожидаем увидеть. Она не повторяется. Она красивая, плавная. Она такая, какая я есть. Она совершенная, она идеальная. Сейчас еще будем искать. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Повторяйте эту фразу как мантру. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Не надо очень много линий, а то будет перегруз. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Наблюдайте, смотрите. Пожалуйста, округляйте, создавайте новые нейронные связи в своей голове. Дело в том, что если вам 20, у вас 20 лет установок в голове, но если вам 35, если вам 45, если вам 55, у вас за плечами такой колоссальный опыт, поэтому работать приходится немного больше. А работа с собой, она никогда не останавливается ни на минуту. Округляете и повторяете: я достойна всего самого лучшего в жизни. Посмотрите, может быть, кто-то может осознанно не закидать меня помидорами и сказать: а как вы растите своих детей? Вот если вам что-то не нравилось в том, как растили вас родители, если вам что-то не нравится в себе, какие-то качества, условно говоря, вы были удобным ребенком, который боялся слова сказать, который боялся пикнуть, а потом вы всю жизнь ходите по психологам и разбираетесь с этой личностной проблемой, как вы растите своих детей? Я думаю, вы сами все поймете. Вы почувствуете. И просто повторяйте: я достойна всего самого лучшего. Сколько у нас пересечений образовалось, посмотрите. Ваш путь, который вы проходите, он должен быть сам по себе прекрасен. Никогда не жалейте, что вы поздно что-то начали, поздно что-то поняли. Всему свое время. Вы не знаете, как сложились бы обстоятельства.
Главное, вы делаете это сейчас. Я достойна всего самого лучшего. Ощущайте, как ваши ступни сейчас стоят на белоснежном песочке. Ощущайте легкое дуновение ветерка, ласковое солнышко, теплый океан и маленькая точка посреди Индийского океана. Представляете, как вы туда добрались. Вспомните, как вы туда добрались. Это был частный джет. Кто с вами летел? Кто сидел рядом? На обед что вы кушали? Представляете все до мельчайших деталей. А может быть, вы сами управляли этим самолетом? Как к вам обращался персонал? А какой вы? А вы щедрый? Во что вы одеты? Какой на вас парфюм? Мы сейчас на пляже. И там виден дом. Какой этот дом? Какая у него крыша? Открыты ли в вашем доме окна? Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я достойна всего самого лучшего в жизни. И вот вы отдохнули, пора двигаться дальше. Вы прилетаете в свой город. Где он? Может быть, это Швейцария? Или это Англия? Может быть, это Америка или Австралия? В каком городе вы живете? Кто вам сказал, что вы недостойны? Я достойна всего самого лучшего в жизни. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Какую должность вы занимаете? Где вы работаете? Как вы относитесь к людям, которые вас окружают? Какая у вас семья? Какие дети? Самые лучшие? Конечно, ведь вы достойны всего самого лучшего. Я достойна всего самого лучшего. Ой, как мне хорошо. Надеюсь, вам также. Посмотрите, какое изобилие кругов у вас есть. Какую колоссальную работу вы проделали. Посмотрите внимательно. Мы переходим к цвету.
абсолютно любой. Начинайте разукрашивать так, как вам хочется. Добавляйте ярких красок в свою жизнь. Если где-то не округлили, вот видите, просто когда начинаешь работать с цветом, это ярче все попадается на глаза. Ничего страшного, да, у вас достаточно много кругов. Вы всегда можете доработать. Не надо здесь бояться ничего. Наслаждайтесь этими кругами, раскрашивайте свою жизнь самыми яркими красками. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Что это для вас? Что для вас этот или иной круг? А все, что вы пожелаете. Самый лучший дом в самой лучшей стране мира, самый лучший автомобиль, самый лучший партнер, самые прекрасные дети, самые лучшие деньги, самые лучшие места отдыха на этой планете. Все, что вы пожелаете, все зависит только от вас. Нельзя, никогда нельзя зацикливаться на мнении окружающих. Это ваша жизнь, ваша энергия, ваши чувства. И вот это то самое чувство, которое вы должны плотно поселить в своем подсознании, в своем разуме, в своем сверхсознании. Я достойна всего самого лучшего. У нас здесь очень много всего. Где-то мягче, где-то посильнее. Надавливайте на карандашик так, как вам хочется. Ой, какой цвет бордовый. Какой-то, я не знаю, как его назвать. Пусть ваши кружочки накладываются друг на друга, цвета накладываются друг на друга. Делайте так, как вам хочется. Все самое лучшее в этом мире для меня. Я достойна всего самого лучшего. Где-то поярче кружочек, где-то потемнее. Их должно быть много, они должны быть разные. Жизнь, она многогранна. Все не ограничивается. Хотела как-то сказать и не поняла как. В общем, вы меня поняли, чем все не ограничивается. Все самое лучшее в этом мире для меня. Так непривычно, такие цвета какие-то неожиданные. Это новые карандаши, до которых я наконец-то добралась. Катаются мои карандашики. Я достойна всего самого лучшего в жизни. Подумайте, та картинка, которая сейчас образовывается, нравится ли она вам? Непривычно это не значит не нравится. Мне вот цвета вообще с ума сойти, что это такое, что за невероятные цвета. Но тем не менее они есть. И я ищу ответы.
Посмотрите. У вас не должно быть 10 тысяч цветов, но у вас их может быть столько, сколько вам захочется. Хотите хоть все цвета карандаша используйте. Это ваше желание. Вам не нужно спрашивать мое мнение или чье-то. Спросите просто самого главного человека в этом мире. Спросите себя, а чего хотите вы? Очень круто в этом помогает упражнение от Брайана Трейси. Оно есть на канале. Метод 10 целей. 3 минуты в день, которые сотворят чудеса и изменят вашу жизнь. Долго ничего не происходит, особенно если ты 40 лет жил и строил все в таком варианте, в котором жизнь есть сейчас. А потом все меняется в один момент. Ссылочку оставлю вам в описании. Посмотрите. Работайте над собой. Все самое лучшее в этом мире для меня. У вас должна быть твердая уверенность в том, что все лучшее в этом мире для меня. Если вы хотите остаться дома, на работе нагрузили, дети зовут в парк, что вы выберете? Я уверена, что большинство из вас пойдет работать, пойдет в парк, при всем при этом забыв про самое главное, про себя. Так делать нельзя. Всегда нужно думать сначала о себе. Только тогда вы будете здоровым, счастливым человеком, который может получить все, что желает. А я вас хочу поблагодарить. Нас уже более 5000 подписчиков. Спасибо вам огромное. Я вас благодарю за то, что вы пришли в мою жизнь. Вместе с вами я сама становлюсь лучше. Я вас благодарю за все ваши лайки, за комментарии. Я благодарю за ваши благодарности, которые невероятно несколько десятков раз в день сыплются мне на карту. Вы безумно щедры. Ваша щедрость вам вернется в приумноженном размере. Пользуйтесь. Знание – это великая сила. Я каждую неделю прохожу по 3-4 новых курса. Не обязательно, что я буду чем-то заниматься, да? Но всесторонне развитой я точно буду. К тому же мне всегда будет о чем поделиться с вами. С цветом можно работать сколько угодно, я думаю, вы это знаете. В идеале, чтобы работа вам, конечно же, понравилась. Если вам вдруг работа не нравится, попробуйте порисовать ее кейсом. Кейс – это несколько работ на одну и ту же тему. Мне очень непривычно, но я не могу сказать, что мне что-то не нравится или я чем-то недовольна. Я вообще довольный воздушный шарик. Я абсолютно всем довольна, я безумно счастлива. Достаточно ярко у меня все получилось. Я достойна всего самого лучшего в жизни. И сейчас можете, если желаете вдруг, можете снова поставить себе таймер на 2 минуты и написать:
слова, потом их сравнить. Что у вас получилось? Как изменились вы? Может быть, к яхтам у вас самолеты добавились? Посмотрите, сколько слов у вас сейчас получилось. По идее, должно быть больше. Вот, что ж, проведем линию поля. Я волнуюсь, не знаю почему. Всегда такое есть волнение какое-то. Хотя все прекрасно. Линия поля может идти по уже существующим линиям. Этот маркер у меня плохо пишет. Линия поля может идти по уже существующим линиям или может быть заново созданной. Когда мы рисуем линию поля, мы добавляем еще больше энергии в нашу работу, в наши впечатления, которые мы вот создали. Две, три, 4 линии, пожалуйста. Подумайте, что вам хочется выделить. Кто здесь главный? Кто достоин всего самого лучшего в жизни? Я. Если вы забыли, где вы, здесь все одинаково, вы любой круг можете назвать собой. А может, вы переехали в какое-то другое место или стали еще больше? Пожалуйста. Видите, я вроде уже нарисовала, а рука еще идет. Округляйте все, что округляется. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте счастливы, будьте достойны. Всем желаю классного дня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. И, конечно же, пишите в комментариях свои впечатления и результаты от практик. Пока!